Ребятки, приветствую нас в городе Лас-Вегас, штат Невада. Сегодня посмотрим с вами, какие вообще штуки в мире бывают. Позади нас складной дом, который собирается за 48 минут. А еще в таком живет Илон Маск, когда приезжает в город Бока-Чика, штат Техас, во время запусков ракет SpaceX. Что к чему? 48 минут. Это вообще правда? Обзор. Поехали. Итак, ребятки, мы находимся в гостях у американской компании Boxable, которая занимается недорогими складными домами. И то, что вы видите за нами, это уже первый этап этого складного дома. А это конвейер, на котором собирается складной дом. Эта компания основана в 2017 году. Основателей зовут Пауло и Гальяно Тирамани. И всего спустя 4 года после основания у них огромное производство, 200 человек в штате, а также очередь на 70 тысяч домов вперед. То, что стоит за нами, да, вот по нарастающей, начиная от панели, заканчивая вот там уже почти готовый дом. Этот дом называется Casita. Это их, собственно, основной продукт, основной дом, единственный вариант, который прямо сейчас они производят и продают. И как вы помните, мы показывали вам разные маленькие дома, в принципе, tiny houses, как это называется в Америке и по всему миру. Это не какая-то новость, но конкретно вот этот вот дом, вот почти готовый, с момента, когда он запакованный приезжает к вам на участок, до момента, когда этот дом проходит 48 минут. Так, давайте зайдем в один полуготовый дом. Вот процесс уже идет. Процесс идет, потом дойдет до финальной стадии, его складывают и отправляют, собственно, заказчику. Размер каждого дома 5,7 на 5,7 метра. Высота 2,9 метра. Вполне неплохо, кстати. То есть второй ярус тут как-то худо-бедно тоже можно придумать. Вес всей конструкции около 4 тонн. Блок этот может стоять как один. Это самая классная его особенность. Ну, одна из самых классных. Как вот просто один дом, так и целое здание. То есть можно соединить 2, 3, 8 блоков и построить 5-этажный дом. Да, так официально можно делать. Но то, что волнует больше всего, да, так сказать, нас, кого-то из потенциальных заказчиков, из чего все это сделано. Значит, пишут вот что. Материалы этого дома – это сталь, бетон, пеноизоляция и ламинированные панели. Конструкция это огнеупорная, водонепроницаемая, а также устойчива к плесени и даже к ураганному ветру. Но, конечно, главная особенность этого дома, что стоит он недорого. Ну и здесь, естественно, мы говорим об американских ценах. Благодаря модульной конструкции, благодаря вот такому вот конвейеру, затраты на производство по сравнению с аналогичными по габаритам и по метражу домами сокращаются почти на 50%. Еще один момент, за счет которого можно сильно сократить стоимость, это транспортировка. Это уже проверенный и запакованный дом. Вот это весь дом. Ширина его, вот, помещается на обычный фургон. А перед тем, как его запакуют, он выглядит вот так. Все, что здесь осталось сделать, перед тем, как он будет выглядеть вот так же, это зафиксировать то, что пока что плохо лежит, положить все на место, поднять вот эту панель, она защелкнется, накидывает пленку, и дом едет к заказчику. Потом приезжает на участок, 48 минут, ставится мебель, ставится холодильник, и у нас готовый продукт. Заходим. Вот, мы внутри. Это полностью готовый дом. Площадь 35 квадратных метров. Многие уже готовы написать комментарий. Да какая-то ерунда, поставлю дешевле, построю лучше. Стены нет, ничего. Конфигурации, вот, пожалуйста, доступны разные. Можно сделать 2 спальни, можно сделать стенку здесь. Более того, давайте развернемся. Вот, смотрите. Вот за это вы не переплачиваете. Это по умолчанию. В следующей версии будет стена здесь. Ну, вариант со стеной. И, видимо, он будет дешевле, потому что такая конструкция, сами понимаете, тоже стоит денег. Значит, спален может быть 2, раз и 2. Тут может быть стена, может быть обычная перегородка. Здесь сделали такой набор минимум, чтобы было больше воздуха. Это базовая конфигурация. То есть вот это вот на самом деле то, что прямо сейчас продается. И, конечно, главный вопрос. Чего здесь не будет, когда вы это все купите? И самое классное, это ответ на этот вопрос. Не будет только 2 вещей. Кровати и вот этого дивана. Все остальное, вся техника, холодильник, сантехника уже стоит по умолчанию, это включено в стоимость. Смеситель, холодильник, вот такой большой холодильник, Whirlpool, двусторонний, газовая плита, микроволновка, шкафы, все вот эти вот, кондиционер, это тоже стоит, блок находится снаружи и, конечно же, ванная комната. А, еще вот такая стиральная машина.
Дверь сдвижная, можно поставить обычную классическую дверь. Ванная большая. Для такого, небольшого дома, здоровенная ванна, в принципе, можно было сделать чуть меньше, кладовочку сделать, туалет. А, кстати, этот дом постоянно открыт, и его никто не караулит, никакой сторожа и охраны тут нет. То есть можно прям с улицы зайти, хоть весь день сидеть и тестировать его. Но не весь. Душевая кабинка. Высота потолков 2,9 метра. И вы, наверное, тоже подумали об этом, что здесь вполне можно устроить второй ярус. У нас есть уже большая двухместная кровать, но если поставить что-то вот такое с ярусом наверху, пожалуйста, будет раз кровать и два кровать. Отделка уже включена, вот это white box, можно поклеить обои потом, как будет время, и поставить мебель, кровать и диван. Hey! Ребятки, редкая удача. Это very nice to meet you. Один из основателей компании. So please tell us how the idea was born and why. Yeah, absolutely. By the way, so my name's Galliano. I'm one of the founders of Boxable. Basically, we set out in 2017 to kind of revolutionize housing. When we looked at the market and the way houses are built, we saw like a big gap because all the modern products in the world, whether it's an automobile, a sneaker, a television, they're built on an assembly line in a factory. And as a result, it's efficient, it's low cost, it's high quality, but housing's not. Housing is built one at a time, by hand, out in the weather. So we wanted to figure out a way to transition buildings into the factory so that we can mass produce them and at an amazing price and make them available. And we had the original idea to fold up the house to make it shippable because we saw that the reason housing is not built in a factory is it's just too big to ship. And although factory-built housing does exist, they're shipping these wide loads and becomes very expensive. But how is it possible that the company was founded in 2017 and now 2022 and we are standing in a brand new factory? What do you think? It's pretty good, right? Pretty quick? Yeah, it's awesome. But how is it possible? So basically it was end of 2017. We really just had a website and some 3D renders and people got interested. And then after they got interested, we started doing some testing and research on alternative building materials, and we built the first prototype, and we delivered that prototype to a show actually in Las Vegas to showcase to people, and people thought it was cool. Last year in January, we said we're ready to do this, so we signed a lease on this building. It was just a brand new building, empty shell, no electric, no heating, nothing. In about September, I think, of last year, we moved in. By middle of October, we built the first house. Now it's January, we have built about 40 houses, and we're at a rate now of about 2 per day. We're using different building materials, different manufacturing methods. It's all experimental and new. So, a lot of things went right. So a little bit of luck, but mostly just sheer persistence to make it happen. But speaking about innovation materials and experiments, did you have enough time to test the construction? Oh, it'll be fine. I'm just kidding. Yeah, all right. So basically, from 2017 up until now, basically, we've been doing testing the whole time. And although it is all new and we have patents and everything because there's a lot of invention there, we did base a lot of this stuff off of existing principles. So the main method that these are built with is the laminated panel system. So it's basically different substrates glued together. It's called a structurally insulated panel, and that's something that we didn't invent. We have a version of it that's a little bit different, but that's kind of an existing thing. So we can look at existing test data from existing methods of doing things. We put our spin on it. Then we do a lot of in-house testing where we basically build panels, we break them, we burn them, we do all kind of different stuff. And then we also send them out to a third party. So the third party then does the tests, which then gives us the approvals from the government to actually sell them. As soon as I received the package, what do I need to do with plumbing, electricity, and foundation? Yeah, so everything kind of within the walls is done. So kitchen, bathroom, electric, windows, flooring, lighting, that's all done and ready to go. When it arrives,
on your site, you're basically going to prepare a foundation for it to sit on. It doesn't actually need a foundation. You could just unfold it on the grass. Oh, really? On the grass? Or on the parking lot or whatever. But in most cases, you're going to want to permanently affix it to the ground to make it real properties, to make it so you can get a loan on it, to make it real estate. And in that case, it can bolt to any foundation type. Then the utilities are all just going to kind of plug into the exterior. That's another little innovation we have, where, for example, the plumbing doesn't actually go through the floor, it goes through the wall. So then it requires a little bit less planning, because then you don't have to worry about having the plumbing go through your foundation. It's kind of an afterthought. You just plug it in the exterior. So it's pretty minimal. We've gotten the bulk of the work done Like in the RV, factory. right? Kinda. Yeah, exactly. It's just gonna RV gonna connect and Yes. good to go. So that's what you're doing with ours. Yeah. How hard for me to fold it back and move to another place? Yeah, absolutely possible. With our units that we've tested, we've folded them, unfolded them, taken them all over the place with no problems. And it's just going to depend on what your plan is. So if you want to drop it down, if you want to build a deck around it, if you want to fix it to the foundation, if you want to add a different roof style, that's just going to be all money that you're going to spend. Nice. That if you fold it up and take it away, that you're going to lose. But if the plan is like, I just want to unfold it here for 6 months, I'm not going to spend money trenching in electric through the dirt, I'm just going to plug it in with an extension cord and I'm good to go, then yeah, fold it up, take it away, no problem. It's totally meant to be able to do that. If you build a house in Florida, you will build it for high winds. If you build it in Las Vegas, you'll build it for the heat. If you build it in California, you'll build it for the earthquake. It won't be the same house in each place, but our product is the same house in every place that can handle the worst conditions of all of those, because we wanted something that we could mass produce on a scale that was huge and that it works everywhere with one product. Can you ship it in Russia? Yeah, I think we could put it on a boat and set it there. I think it might cost a lot to ship, Right. but hopefully we'll have a factory over there one day. Oh, really? We are planning to kind of share the technology around the world. So once we finish perfecting this factory, we learn everything. We learn all the processes and procedures, and we have this formula that we can replicate elsewhere. We are accruing a list of interested parties all around the world, actually, who are saying to us, hey, we have a housing need in our country, we need a factory in our country. So hopefully in the future, we'll have companies that set up basically boxable franchise or licensee factories in other countries, and we can grow this thing really big, really quickly. We wish you good luck. Good, thank you so much. Cool. Thank you. Так, ребятки, теперь самое интересное – ценник. Вот то, что вы сейчас видели, все, что стоит внутри, за исключением дивана и кровати, $49 500. Доплатить нужно только за 3 вещи. Первое – это часть мебели, кровать и диван. Второе – это какого-то вида фундамент. Ну и третье – это транспортировка. Вот там вот уже стоят, вот там белые, готовые юниты, сложенные. Их ставят на платформу, и в принципе, если вы, так сказать, сами с усами, рукастый парень, вот, пожалуйста, Nissan, цепляйте к фаркопу и поехали, можно это прекрасно довести. Если вы не хотите этим заниматься, звоните в компанию, они вам все привезут и все соберут, но стоит это относительно недорого. Также стоит напомнить о концепции всего вот этого. Это не постоянное жилье, это не какой-то вот дом или дача, в котором люди живут постоянно, хотя многим этот формат вполне нравится, они реально заказывают себе и живут в этом, так сказать, доме постоянно. Это скорее временный вариант. Бывает вот в Америке торнадо. Дома снесло там какие-то в каком-то городе, привозят вот такое, ставят, у людей есть жилье. Армия США заказала несколько таких комплектов, когда у них идут какие-то военные учения далеко, так сказать, от их базы, и где нет постоянного жилья, они привозят вот такое, и офицеры живут вот в таких вот домах. Потом они эти дома складывают, возят на какую-то базу, и когда снова появляется необходимость, привозят и снова раскладывают. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Складные дома Boxable. Спасибо компании Boxable. Ссылочку укажем внизу, зайдите, посмотрите. С удовольствием рассказали вам, какие вообще штуки в мире бывают. Ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.